Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы с вами уделим внимание первой неделе после Пасхи, которая еще называется как Пасхальная неделя, Светлая неделя или Светлая седмица. Поговорим о том, что можно делать и что нельзя делать в первую неделю после Пасхи, чтобы в вашем доме всегда было изобилие, достаток и благополучие. Итак, друзья, все далее более подробно. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите: «Я привлекаю в свой дом изобилие, достаток и благополучие. Истина да будет так». Друзья, также хотим вас поблагодарить за донаты, которые вы нам отправляете. Итак, друзья, 5 мая мы все с вами отмечаем Светлое Христово воскресенье. Друзья, Христос воскресе! Мы надеемся, вы в комментариях нам напишите, и таким образом мы друг другу пожелаем еще больше энергии, больше изобилия, достатка и благополучия. Первая неделя после Пасхи в 2024 году приходится, друзья, с 6 мая по 12 мая. И называется она Светлая Седмица или Светлая Пасхальная неделя. В это время принято отдыхать, ходить в гости, радоваться жизни, а также находить повод для веселья и поздравлять друг друга с таким великим праздником. Давайте сейчас проговорим, что в Светлую неделю нужно делать по дням, каждый день. У наших предков было в приоритете и важно. Итак, первый день это у нас с вами понедельник, друзья, 6 мая. И в первый день пасхальной недели принято встречаться с родными и близкими людьми, обмениваться куличами, крашенными яйцами и, конечно же, продолжать принимать гостей. По традиции в этот день ходили в гости к родственникам именно мужчины и брали с собой куличи, испеченными женами. Женщины в это время накрывали праздничный стол. Еще понедельник по-другому называли как мокрый понедельник. И вы знаете, это было неспроста. Дело в том, что в этот день девушки дарили своим возлюбленным яйца, крашенки, а те, в свою очередь, водили их к воде и обливали, чтобы любимая была красивой и здоровой. Вообще в этот день все обливались холодной водой, чтобы смыть болезни, укрепить тело и дух на весь будущий год. Далее, друзья, у нас с вами светлый вторник. И в этот день всех опоздавших на утреннюю молитву обливали ледяной водой. Потом, как отсутствие на утренней службе считалось, что могло притянуть беды в семью. И считается, что служба в храме в светлый вторник должны посещать были только женщины. А мужчины в это время помогали по хозяйству и управлялись с детьми. Вечером лучше провести в тихом семейном кругу. Далее, друзья, светлая среда. Этот день называли хороводницей, потому что в этот день был обычай водить хороводы. Девушки собирались группами, водили хороводы, пели песни, устраивали различные забавы и игры. Также светлую среду называли еще и градовой. Если высадить саженцы в этот день, то урожай считалось, что может быть поврежден градом и могут погибнуть. Особенно важна среда пасхальной недели была для незамужних девушек. С самого утра надо было возносить хвалу Всевышнему и просить даровать им хорошего мужа, семейное счастье в том числе. Далее наступал у нас с вами, друзья, светлый четверг. Если юноша выбирал себе невесту именно в четверг, то проводились смотрины. К тому же светлый четверг вспоминали умерших, но ни в коем случае нельзя было скорбить. Память о них должна была быть светлая. Для них оставляли открытыми двери, вывешивали полотенца на окна, чтобы они могли навестить своих близких людей. Именно поэтому день еще называется Навским, то есть связанным с потусторонним миром.
Далее наступала Светлая Пятница. Обращаем ваше внимание, что в Светлую, в Среду и в Пятницу не постятся. Пятницу вспоминают и почитают икону Божьей Матери, живоносный источник. Освящают воду, которой верующие могут окроплять свои огороды, чтобы собрать в будущем хороший урожай. К тому же в Светлую Пятницу было принято мириться и прощать, не держать на людей зла и отпускать обиды. Далее, друзья, у нас суббота. И в субботу во всех храмах раздается особый хлеб, артрос. Готовится он на закваске и на нем изображается крест. Освящается он в первый день Пасхи. Стоит в алтаре всю неделю, а в субботу уже после особой молитвы на раздробленные хлебушки раздаются всем желающим. Этот кусочек весь год хранится дома у икон и дается понемножечку заболевшему человеку. В субботу к 9 вечера царские врата закрывают, знаменуя тем самым окончание пасхальной недели, и заканчивается пасхальная неделя в воскресенье, которое называется как воскресенье Фомы. Свое название этот день получил в память о явлении Иисуса Христа апостолу Фоме, который сначала не поверил в чудо воскресения Христова, поэтому отсюда и пошло такое название, как Фома неверующий. Также этот день еще называют Антипасхой или Красная Горка. По церковной традиции Антипасха значит день подобной Пасхи. Празднуется также радостно. В этот день в последний раз служится пасхальная литургия и закрываются царские врата. А название Красная Горка он получил потому, что игры, гуляния в этот день делались на пригорке, где раньше других растаял снег, так называемый Красная или Красивая Горка. Вообще, по-другому, Красная Горка символизировала полный приход весны. Воскресенье Фомы уже достигает своего пика, и в этот день планируется самое большое веселье со всеми пасхальными играми, забавами. Повсеместно проводятся многолюдные веселья и балаганы. По народному обычаю Красной Горке принято было назначать свадьбы, и даже была одна пословица, которая говорила, что кто на Красной Горке женится, тот вовек не разведется. Поэтому участие в гуляниях незамужних парней, девушек считалось обязательным, а вот отказ от участия считался дурной народной приметой. Ну а после Фомина воскресенья называется неделя Фомы. Но об этом мы поговорим с вами уже, давайте поговорим в другом видео. Далее, друзья, о том, что можно и что нельзя делать на светлой неделе. Всю светлую неделю нужно радоваться, ни в коем случае не предаваться унынию. Запрещено оскорблять и скорбить над умершими. Нельзя плакать, обижаться и находиться в плохом настроении. Всю пасхальную неделю не проводят панихиды. Также нельзя и венчаться, а вот таинство крещения разрешено. По народным приметам, если ребенок родился в пасхальную неделю, то считается, что он будет наделен особой удачей и здоровьем. До светлой недели принято ходить на смотрины и выбирать себе будущую жену. Многие люди спрашивали, а можно ли в Светлую Седмицу посещать кладбище? Сразу забегая наперед, хотим вам сказать, что церковь не одобряет обычай посещать кладбище на Пасху и в Светлую Седмицу, поскольку это время радости от воскресения Христова. Тем не менее, традиция посещать в это время кладбище и еще жива. И считается, что этот обычай пришел из тех времен, когда на Пасху было запрещено принимать участие. И, соответственно, это было в советское время, и, соответственно, церковь посещали украдкой. Но не так наши славянские предки издревле старались все-таки разделить с усопшими радость воскресения Христова. Отсюда и традиция Навского четверга и обряды кормления покойника с оставлением еды на кладбище.
Конечно же, официальным церковным днем посещения кладбищ считается вторник после антипасхи, когда отмечается праздник Радоница, родительский день. Обращаем ваше внимание, что в этом 2024 году именно Радоница приходится на 14 мая. Также обращаем ваше внимание, что в разных регионах и в разных селах, деревнях посещение кладбищ может отличаться. И это зависит от народных примет, народных традиций, которые именно в этом регионе сохранились и передавались из поколения в поколение. Поэтому, если вы посещаете кладбище на пасхальной, на светлой неделе, кто-то во вторник, в среду, в четверг или уже на неделю Фомы, вы должны спросить у людей, которые проживают в вашем регионе, пожилых, которые разбираются, которые знают, они вам точно подскажут, когда правильно нужно пойти на кладбище. Кроме того, обращаем ваше внимание, что издавна считается, что Пасха – это праздник возрождения и оживления. Вследствие этого именно в первую неделю данного праздника многие люди проводят некоторые обряды. Люди верили и верят, что в этот период именно обладают огромными силами воздействия, а потому непременно все сбудется. Конечно же, в каждой деревне были какие-то свои обряды, но их смысл где-то, конечно, были отличия, но смысл всегда оставался одним и тем же. К примеру, в некоторых местах было принято надеваться в красивые наряды, устраивать состязания, конкурсы, и на них молодежь выбирала себе пару. В других местах молодые парни и девушки собирались на площади возле церкви, чтобы покрасоваться. Затем устраивались катания на лошадях по всему селу. Кроме того, обращаю ваше внимание, что Пасха до Красной Горки в народной традиции считается временем не только живых, но и усопших. И согласно поверьям, если на Пасху посетить кладбище, как следует покормить покойников, а потом оставить двери дома открытыми, то считается, что усопшие придут в свои дома и будут там аж до Радоницы. А через 40 дней на Вознесение вновь отправиться в царство мертвых. И, конечно же, начиная с Красной Горки, на Руси стартовал весенний сезон свадеб. Жениться на Красную Горку считалось престижным. Выдавать дочерей замуж и женить сыновей в это время могли себе позволить только зажиточные семьи, у которых оставались деньги после продажи осенью излишков урожая. Более скромный вариант играть свадьбу было осенью, на покров. Девушки, которые имели виды на замужество, старались приворотами приманить понравившихся парней, например, подложив избраннику в карман кусочек скорлупы освященного пасхального яйца или крошки куличи. Обращаем ваше внимание, что в пасхальную седмицу в храмах ежедневно совершается богослужение по пасхальному чину. С апостольских времен праздник христианской Пасхи продолжается ровно 7 дней, то есть всю неделю от, собственно, самой Пасхи до недели Фомы. И эта неделя называется Светлая Пасхальная Седмица. И обращаем ваше внимание, что Пасхальная Седмица в храмах ежедневно совершается богослужение по пасхальному чину. Утренние и вечерние молитвы заменяются пением пасхальных часов. Всю неделю после литургии совершаются крестные ходы около церкви, в которых носит крест Христов, и в продолжении всей семьи полагается вседневный звон. И 8 дней празднования Христово воскресенье являются, одним днем, который принадлежит вечности, где времени уже не будет так же. Обращаем ваше внимание, что всю пасхальную седмицу царские ворота остаются открытыми. В продолжении седмицы остаются открытыми в знак того, что в эти дни перед верующей открывается мир такой невидимый, духовный, небесный. И открытые царские ворота – это образ гроба Господня, от которого ангел отвалил камень во всю светлую седмицу. Он не закрывается даже во время причащения.
Только в субботу перед 9 часом они закроются в продолжении всей седмицы. Полагается вседневный звон во все колокола. И по традиции всякий мирянин может по благословению настоятеля подняться на колокольню и ударить в колокола на Светлую Седмицу. Обращаем ваше внимание, что отменяются однодневные посты, это в среду и в пятницу. Не забывайте, что со дня Святой Пасхи верующие приветствуют друг друга словами: и Христос воскресе, и на это приветствие отвечает: воистину воскреса. И земные поклоны отменяются до Дня Святой Троицы. Также обращаем ваше внимание, что на Светлой Седмице нет венчаний из-за упокойных молитв. Отпевание усопших совершается, но они более чем наполовину состоят из песнопения Пасхи. Также обращаем ваше внимание, что во вторник Светлой Седмицы совершается особое празднование в честь Иверской иконы Божьей Матери. В пятницу Светлой Седмицы празднуется память иконы Божьей Матери «Живоносный источник». По традиции в этот день божественная литургия совершается освящением воды. Если позволяют обстоятельства, на крестный ход, на водоем или на водные источники. Конечно же, все Светлую Седмицу около открытых царских врат стоит особый хлеб, который называется артос. Обычно этот установлен еще с апостольских времен. Известно, что после своего воскресения Господь неоднократно являлся своим ученикам, при этом Он и сам вкушал пищу или благословлял трапезу в ожидании этих благодатных посещений, а позднее в память их святые апостолы оставляли незанятым среднее место за столом и клали перед этим местом часть хлеба, как бы сам Господь незримо присутствовал в данный момент. Продолжение этой традиции в церкви установили праздник Вознесения Господня, класть в храме хлеб в субботу Светлой Седмицы. Божественная литургия, артроз, торжественно благословляется и читается особая молитва на раздробление артоза. После этого кусочки этого священного хлеба раздаются верующим. Поэтому потом эту святыню дают больным или к тем, кто не может быть допущен к святому причащению. Также молящиеся, которые получили после окончания литургии часть артоза, сохраняют в течение года, обычно разрезав на небольшие кусочки и вкушая их натощак, особенно во время болезни. В субботу Светлой Седмицы впервые после дня Пасхи на 9 часе царские ворота закрываются, а 8-й день, так как окончание Светлой Седмицы, следует особое торжество, называемое Антипасхой, что в переводе вместо Пасхи или вторая Пасха. Вот такой, друзья, очень важной, ценной, нужной и интересной информацией мы сегодня с вами, друзья, хотели поделиться в этом видео. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, в комментарии напишите слово «благодарю». Друзья, нам будет приятно. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.